июльский Бодрум. Привет, друзья! С вами Ева. И мы с вами в Бодруме, снова Скорпиос. Вечер сегодня прекрасный такой перформанс, live music в Темпл. Я приехала сюда в Скорпиос. Сегодня прекрасный закат. Здесь диджей, как обычно, очень много людей. Все приезжают поужинать на парти. Вот. А я приезжаю вечером на live music. Мне очень нравится. И сегодня, как обычно, пару кадров из Скорпиос, пару кадров из Макс Рояль. И небольшую вам такую, знаете, передам атмосферу и ноту, вибрацию вообще, что происходит летом, в июле, в Бодруме, в таких самых роскошных, в самых таких премиум закрытых местах. Вот, так что оставайтесь, подписывайтесь на канал. Здесь всегда будут самые такие тонкие, самые интересные вещи. Хочу немножко показать атмосферу, что происходит. Ужин, как выглядит ресторан, потому что я всегда вам показывала это место, когда уже были сумерки или было темно. Но мне кажется, самый кайф именно этого пространства, это именно такая вот закатная атмосфера, когда все приходят поужинать, когда накрывают столики. В общем, самый-самый кайф. Смотрите, какая красивая атмосфера. Все нарядные, изысканные. Вокруг пахнет невероятно вкусными ароматами. Бокалы светятся на солнце. Поэтому, если вы приезжаете ужинать в Скорпиос, приезжайте до заката. Это самые классные часы, минуты и время. Я вот люблю здесь сидеть, кстати говоря, вечером. Эти вот столики, видите, которые здесь, с диванчиками на закат. Это, на самом деле, один из самых, мне кажется, классных здесь мест. Сейчас в Турции очень жарко, под 50 градусов. Даже сейчас вечером, где-то, наверное, в районе 40. Но под самый вечер, сейчас к закату, видите, поднялся такой ветерок. Это что-то невероятное. Специально снимаю против солнца, чтобы показать вам закат. Сегодня суббота, и практически все столики уже заняты. Видите, какая полная посадка. Что классно в Скорпиос, здесь сочетание, видите, пальм, елок. И на самом деле это очень классно, создает атмосферу и аромат. Очень классно, что они сохранили, видите, такие многовековые и оливы, и разные другие растения, деревья. Например, эта олива явно около 200, 250, может быть, 300 лет. Сейчас не так много, но иногда я шучу, что в Тюрбекю иногда движение лодок и яхт гораздо насыщеннее, чем движение автомобилей, опять же, в этом же районе. Особенно в утренние часы, в дневные. Здесь просто невероятное количество яхт. Я думаю, частично вы сейчас увидите на камере. Видите, сколько. Вот мы с вами уже дошли с террасы Скорпиос, с ресторана до Темпл. Здесь проходят йога-классы, музыкальные концерты, различные церемонии, практики.
Я ожидала, что здесь уже будет очень много людей, но почему-то практически никого нету. Это на самом деле очень удивительно, потому что на прошлый ивент здесь негде было даже присесть. Я думаю, что из-за того, что жара, все соберутся прям к самому ивенту. Ну, как будто бы специально знали, что я буду снимать этот влог. Прям вообще ни души. Редкий случай, когда так случается. Чтобы мы смогли с вами поболтать, сделать влог, я могла вам рассказать, что здесь происходит. Вы знаете, в прошлом году у меня было настолько большое воодушевление о Скорпиос, мне настолько нравилось, потому что практически несколько каждые дни вечером были просто невероятный перформанс, невероятные живые выступления из Мексики, из Австралии, из Новой Зеландии, из Бразилии, откуда угодно. Были невероятные музыканты, исполнители, практики. Ну, в общем, это было что-то сказочное на самом деле. И я, честно говоря, ожидала именно такого же уровня в этом году. Но мне кажется, из-за экономической ситуации в Турции везде, в принципе, все стало сильно скромнее, в том числе и здесь. Вот, ну ничего. Здесь все-таки хотя бы несколько таких крупных, очень интересных ивентов. Один из них я уже, кстати, выкладывала на канал. Это был Full Moon Ceremony, какао-церемония. Поэтому, если вы не смотрели, вот ссылочка, посмотрите. Очень атмосферно, любопытно, что же это такое. Вот, ну, а я пойду занимать себе какое-нибудь классное место. Сейчас встретила возле гонга, увидите, фотографируется Мод, певец, вот, который поет «Август, это ты». Подошла, но оказался дико неприветливым.
Там вот видите, парень сидит в темном, такой медитирующей позе. Сейчас гитарист его закрыл. Это Мод, известный российский певец. Сейчас я вам кое-что расскажу. Надеюсь, меня видно и слышно. В общем, еще когда начался концерт, все ждали, когда начнется ивент. Вот, и проходил парень с девушкой, ну, много людей, такой, скажем так, не русской внешности, а турков, да. Вот, и проходил парень в черном, вот, и я не могла вспомнить этого российского певца, то есть думала, что-то напоминающее Джонни я знаю, кто-то еще, ну, то есть я не очень знаю всю эту эстраду, кто там, что там, вот, и я потом что-то погуглила и вспомнила, что это певец Мод, который пел песню вот это «Август, это ты», которую, наверное, все знают, да? Певец такой, одной песни можно сказать, но, в общем, эта песня известная у него. Вот, и он проходил вместе со своей девушкой, вот, и здесь и так много людей, я вспомнила, вот, я включила так на фоне эту музыку, она играет, и иду позади их, вот. Я думала, что они как-то улыбнутся или как-то отреагируют позитивно, потому что, ну, наверное, это приятно все равно известному человеку, когда его на другом конце, в другой стране мира, причем в таком месте, знаете, как в Скорпиус, где люди достаточно, знаете, держат дистанцию, не подходят. И я так, причем я не заговорила, а я просто заиграла эту музыку. То есть, что интересно, он даже как-то не улыбнулся, никак не среагировал. Он даже скорее, так это, у него на лице было жуткое раздражение. Вот, и девушка тоже разозлилась. Ну, как-то, ну, они сдерживали себя, я прям это почувствовала. Вот, и я уже так, я уже не знала, как разрядить остановку. Я говорю, а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, это вы, можно с вами сфотографироваться? Вот, он вообще отморозился, не ответил ничего. Девушка с таким напряжением, давайте попозже, что-то в этом духе. И, в общем, я как-то растворилась. Вот, и вы знаете, я подумала, что такая очень, ну, как бы важная вещь, что каким бы ты ни был известным, каким бы ты ни был богатым, каким бы ты ни был, не знаю, одаренным, что угодно, ты должен оставаться человеком, открытым другим людям. Особенно, я считаю, что если ты известный человек, и к тебе подходят люди, то есть ты выбрал быть известным, ты выбрал, чтобы тебя узнавали, и ты, как бы, скажем так, взял на себя эту ответственность, ты не можешь, когда люди к тебе подходят, и я с такой улыбкой, знаете, так очень тонко я подошла, просто эта музыка на фоне так играла, да, чтобы как-то не смутить человека, не нарушить его пространство, вот, и такая была реакция, и, вы знаете, еще раз такое напоминание, что вот гордыня, такое вот состояние, когда человек к тебе со всей душой, а ты человеку, знаете, вот так вот его отбрасываешь, ты ему, скажем так, не деликатно с ним, не аккуратно, не вежливо обращаешься, вот, это очень, вы понимаете, это очень важно, особенно для известных людей, у него, вот я, например, на его концерт, ну, я его не знала как певца, но я бы на его концерт, наверное, бы не пошла после такого, вот, знаете, вот, эмоционального заряда, потому что я встречала, вы знаете, у меня столько всяких известных людей в Марине приезжали, у меня вот есть, например, фотография с Султаном Сулейманом, я как-то поставила, ну, с известным Халид Аргерич, да, известный актер турецкий, и он катался на велосипеде с сыном в Этилер, там, где мы жили, еще в Стамбуле, вот, и мы приезжали, я ему очень улыбнулась, но он понял, что меня вызывает такой восторг, что вот такая обычная ситуация, он тут Султан Сулейман, а тут он на велосипеде. Вот, и он увидел это, он остановился с ребенком, представляете, ему со мной сфотографировался, я там была в рваных джинсах, он там в какой-то запотевшей футболке, и человек на этой фотографии улыбается, и я ему отдала всю свою, то есть я тогда только приезжала в Турцию, смотрела этот сериал, мне это было очень приятно, вы понимаете, поэтому, если, мне кажется, подходят люди, которые к вам со всем сердцем, а вы, неважно кто, вы известный человек, неизвестный, а вы этому человеку обрываете, вот, знаете, бросаете его сердце, как камень, как мячик о пол, то, в общем-то, ничего хорошего из этого нету. Поэтому такая, вот, знаете, известная, очень хороший такой, сегодня такой пример, поэтому, в общем, вот так вот. Прекрасней мирного, спокойного, звездного неба. Жаль, вы не видите звезд. Как их много. Какие они красивые. Спасибо, что вы были со мной в этом влоге. Увидимся.
До новых встреч. Па-па.